Всем огромный привет! Это канал Красивое Вязание. Меня зовут Снежана. Сегодня хочу дать вам описание вот такой вот маечки. Я связала ее из остатка пряжи, которая у меня осталась после топа. Кто не видел обзор топа или интересует описание, смотрите внизу, ссылка будет под этим видео или в верхнем правом углу. Маечка размером S-очка. Маленькая, здесь в груди где-то 38 сантиметров ширина, длиной она 45 сантиметров, связала ее для дочки, длина вот это вот проймы 18 сантиметров, и вот здесь вот в горловине, по-моему, 17 сантиметров горловина, и тут 2,5 или 3 сантиметра глубина. Так, начинала ее вязать на спицах номер 3,5, вот на таких. И еще использовала троечку. Сейчас расскажу подробнее. Вязала по кругу, набирала 193 петли, замыкала петли в круг. У меня оставалось 192 петли, соответственно. И вязала один раппорт вот этого узора, похожего на листья. Ссылку на схему узора я оставлю внизу под видео. Если нужно будет, то свяжу образец. Дальше я вязала примерно еще 20 рядов на спицах 3,5. И потом, чтобы она вот здесь вот в районе талии была плотнее и не нужно было делать никаких убавок, я перешла на спицы номер 3 и провязала где-то примерно 50 рядов еще на спицах номер 3. И потом снова сменила спицы на 3,5, еще где-то 35 рядов привязала на спицах 3,5. Дальше я разделила вязание пополам, наперед и спинку. У меня получилось по 96 петель. И сначала я сделала, то есть я вязала уже поворотными рядами отдельно перед, отдельно спинку и делала убавки. Сначала вот сделала 3 петли, убавила для начала. Провязала ряд, и потом с изнаночной стороны тоже убавила 3 петли. И потом начала делать убавочки по одной петле с каждой стороны. Так, сейчас я вам покажу, вот как. Оставила кромочную и 2 петли, и после этих 2 петель, солнце мне попадает, и после этих 2 петель я делала убавки. Значит, с этой стороны я делала убавки 2 петли вместе с наклоном вправо, а с этой стороны делала убавки 2 петли вместе с наклоном влево. Может быть, вот так вот вам видно. Вот. И итого я сделала таких 19 убавок. Когда в итоге у меня на спицах осталось всего 52 петли, вот тут вот у меня получилось 52 петли, я провязала вот таким вот узорчиком. То есть я уже не убавляла, я просто тут связала узорчик. Узорчик очень простой, раппорт 5 петель. И смотрите, тоже 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид и 2 петли вместе с наклоном влево. И снова повторяем. Тут у меня 10 раппортов. И потом я еще провязала один ряд лицевыми, один изнаночными. И вязание оставила 10 петель, значит 10 петель оставила для бретельки, закрыла 42 петли и еще 10 оставила для бретельки. Бретельки тоже уже вязала отдельно, по-моему, по 11 рядов, но тут высоту бретелей можно регулировать. Если вам нужно, чтобы было повыше, подлиннее, то есть можно сделать и побольше. И вот такая вот маечка у меня получилась. Точно так же я связала и перед, то есть она одинаковая и с той, и с другой стороны. Вот. Пока что погода испортилась, и я не могу сделать фотографии, как она выглядит на дочке. Может быть, потом, когда будем где-то гулять, она ее оденет, я вам оставлю ссылочку на фото. Пока что вот так вот она выглядит. Все очень просто. Оставляю описание внизу под этим видео. Если нравится, тогда вяжите для себя тоже такую. Если хотите, дополняйте
чем-то своим. Мне очень нравится смотреть, когда вот вы берете какие-то мои идеи и потом еще дополняете их своими, и это так интересно. Всегда очень, прям я в восторге. На этом все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания.